Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, действие частного и всеобщего управления. В данной теме я показываю, каким образом, прежде всего, перевести последовательность действий вашего частного управления во всеобщую константу, потому что необходимо всегда решать вопрос действия личного плана. То есть, например, Бог действует сейчас, он все равно решает вопрос всеобщего плана. Поэтому у человека стоит такая же задача — умение перевести пространственно-временную среду под структуру своих задач. И получается, что его действие должно быть всеобщим, где из всеобщей компоненты получается решение частной задачи, обратная величина. У Бога это выглядит как одновременное действие, у человека как причинно-следственная система развития информации. Поэтому, когда я говорю о действии одновременном, например, частном и всеобщем, то мы рассматриваем уровень более ранний, чем уровень действия у человека. То есть, например, есть действие души, а вот что существует до действия души, предположим. Тогда получается, что мы можем рассмотреть уровень, когда человек фактически всей своей сущностью выявляет события. То есть он их не реализовывает как таковые, а выявляет в мягкой форме. То есть жизнь — это мягкая форма, да? Это свет, который имеет статус живого уровня управления, поэтому если мы рассматриваем состояние некого мягкого света как состояние жизни человека, да, например, в одном из уровней проявления, то более жесткая конструкция внешнего мира, она получается, что может быть проявлена как система взаимодействия. Мягкий, жесткий свет, да, мягкая, жесткая реальность. И поэтому получается, что мы можем работать с точки зрения организации ощущения, то есть чувственный уровень управления, где организация первичного ощущения — это есть фактор первичного создания. Например, когда душа была впервые создана у человека, то он, получается, воспринял первый факт как факт ощущения, а не действия даже. Да? То есть как распознать структуру создания души, предположим, каким образом душа восприняла свой первый факт создания. Это факт, который можно отразить уровнем дословесным, это некое восприятие информации. Получается, ощущение — это первичный скоростной фактор восприятия некого элемента создания самой же души. Значит, мы имеем на отдаленном уровне уже сознание, что душа, воспринимая свое собственное создание как факт того же самого восприятие или ощущение восприятия, формирует логическую фазу сознания. То есть логика — это есть структура, которая позволяет душе фактически сформировать статус собственной сущности в этом мире. То есть логика имеет жесткие связи в этом мире. Получается, что концентратором этих жестких связей является физическая, например, реальность. То есть та система, которая окружает человека. И тогда получается, что перевод системы управления в структуру, например, управления жесткой реальностью, это есть, опять же, одновременно с действием, например, импульса света в структуре мягкой реальности, то есть жизнь, которая, например, реализует действие, и одновременно это действие реализовывается в виде того же света, той же формы и того же уровня, даже плотности в фазе жесткой реальности. То есть фактически идет такое управление, когда на фазе жесткой реальности вы ставите свет свой. Тогда получается, человек, проходя какой-то участок, например, прогнозных событий, может четко определить, что любое событие можно преодолеть, то есть в плане проуправлять, находясь в структуре действий в физической реальности. Например, зачем Бог создал физическую реальность с точки зрения, например, даже развития? Чтобы фиксировать то, что идет преодоление каких-то систем управления, и тогда получается жесткая реальность — это есть некая координатная система. То есть если мы работаем со светом жизни, и при этом жизнь изначально имеет бесконечный статус, то получается свет, который мы реализовываем как действие, это есть свет, излучаемый от некой первичной матрицы жизни. То есть сама жизнь никак не видоизменяется. Она вечна, и все. Значит, мы в основном воспринимаем и работаем в восприятии со следственным элементом взаимодействия первичного уровня жизни и фактически внешней физической материи. Получается, что на глубинном уровне физической материи различие между действием и первичной матрицей, то есть действием первичной матрицы жизни, практически никакого нет. То есть первичный статус материи
как бы синтегрирован в жизнь. И получается, что жизнь сама по себе, ну там биологическая жизнь человека, например, возникает из статуса осознания жизни самой материи. То есть материя несет информацию жизни. Если мы как бы копнем с внутренней стороны эту реальность, то получается, что в этой системе, например, жесткая реальность, там, любая физическая реальность проявленная, с внутренней стороны всегда есть действие жизни на материю. И получается, что достаточно, например, да, одного человека, его форма начинает расширять Вселенную, начинает двигаться вокруг него материя во внешнюю систему. Но он же должен, человек, как-то скомпенсировать управление и получить свой устойчивый статус. То есть чем больше Вселенная расширяется вширь, тем, получается, мы имеем более высокую концентрацию, ну, что ли, внутри структуры личности. Тогда, получается, одновременность действия состоит только в том, чтобы синтегрировать внутренний свет. То есть уметь направить внутренний свет, неким образом там, переставить внутри, может быть, физической структуры человека, не обязательно даже физического тела, а где-то внутри души, чтобы среагировала вся внешняя реальность. Потому что связь здесь получается прямая. И вот тело, физическое тело человека, как структура, которая организовывает взаимодействие, например, внешней и внутренней системы, это есть элемент, где учитывается малейшее действие человека, в том числе. То есть, например, там, движение рукой – это логическое движение, тем не менее, если мы начинаем видеть связи, то можно движением руки там, сделать макроуправление, если правильно повести. Да? Если мы начинаем анализировать ситуацию в целом, ну, не обязательно там, делать управление рукой просто, а можно там, не осуществлять никаких движений, тем не менее, получать как бы спектр макроуправления. Тогда получается, что вы концентрируетесь больше, то есть больше работаете на уровне внутренней структуры управления, как бы передача знаний больше как знание действий. А если, например, добавить там какой-то элемент движения, схему какую-то там и так далее, то получается, что вы передаете знания существенно больше. То есть внешняя оболочка человека – это выражение и приумножение системы внутренних знаний. То есть физическое тело как система распространения знаний, фактически в этом плане, вот, управления. И получается, что тогда получается одновременность действия человека во всех системах, это есть, в общем-то, как бы равнозначная гармония для любой системы реальности, и тогда человек практически может быть, например, там, ну, как-то оздоровлен, если ему это нужно. Если он здоров, то получается, что он может более благоприятно сложить свои более как бы, дальнейшие стратегические события. И вот здесь возникает основной элемент вот сегодняшнего управления. Стратегические события, то есть отдаленные в пространстве и во времени, это есть элемент, где идет изменение формы и даже цвета, вот, как бы светонесущей оси управляющего контекста событий. То есть мы начинаем видеть, что свет начинает работать как система создания материи. Причем свет, который идет конкретно от самого человека. То есть прослеживаем любой, и причем единственный, уникальный импульс, но он достигает создания материи. Как только мы начинаем видеть вот эту систему управления, то получается, что мы вполне можем, например, если у нас есть задача, предположим, делать управление, ну, как бы идущие с структуры развития, например, там материя, которая возникает в результате действия, да, и материя, которая начинает там развиваться в виде структуры жизни, это есть ваше действие, ваше осознание жизни. А можно эту материю получить в виде, например, физической некой реальности. Эта реальность, предположим, начинает как бы интегрироваться, иметь разные формы, любые, которые только возможны. То есть форма здесь, кстати, не ограничивается. И можно избрать самую первичную форму, которая как бы в коллективном сознании является именно первичной. И отражением от этой формы получить любую другую форму. То есть именно как бы конвертация от первичной формы, которая в коллективном сознании, ну, как наиболее простая, да, воспринимается, и получить любую внешнюю систему управления. И за счет этого видеть, что на любой, даже негативной информации можно поставить, например, там, позитивное здоровье. Можно поставить позитивные события, потому что если есть конвертация от любой формы, любой другой можем получить, то значит мы можем из как бы отрицательной, ну, фазы коллективного сознания, что считается в коллективном сознании, ну, как бы неположительной фазой, получить всегда позитивную фазу управления. И получается, что если мы, например, имеем уже в бесконечном удалении структуру развития вот этого первичного импульса жизни, и там уже вы достигаете создания вещества,
то вещество может быть, соответственно, по тому, что трансформация происходит, всегда такая, которая нужна, вы можете получить любое, в первую очередь, макросозидательное вещество. А макросозидательное вещество – это тот уровень, который фактически таким образом устроен, что это есть материя, ну, как бы напрямую обращенная к Богу. Фактически это и есть сама структура проявленной материальной жизни. Там цикл в природе, рождение человека и так далее. И вот когда мы начинаем видеть вот эту структуру материи, то получается, что материя, фактически физическая, она как бы обратилась к Богу с этим порядком. То есть Богу не обязательно было детально, там, например, как-то все регламентировать, там, достаточно было создать первичный уровень материи, который в дальнейшем, предположим, проявлялся как уровень следующего действия просто на все, то есть имел следующее событие. И получается, материя сама сложилась в такую на мозаику, да, так скажем. И когда мы начинаем видеть эту структуру развития, то получается, в той точке, где мы создаем, мы имеем в одном фактически импульсе или после одного импульса, ну, фактически структуру, в общем-то, макро уровня развития, где, в общем, мы можем видеть практически, как создается не просто там сама материя, да, вот сделано управление там в какую-то там любую точку пространства, а дальше возникает рост материи, и более того, материя еще и складывается правильно. И вот когда мы начинаем видеть вот это правильное сложение, все, управление осуществилось. То есть вот изгиб вот этого светоуровня до уровня фактически начала обратного сигнала мы видим, что управление осуществилось. И с точки зрения Бога, там как раз-таки находится Бог. Обращение к себе – это есть действие Его же, да, к себе. То есть как действует Бог? Он в любом действии все равно видит себя. То есть Бог же, Он не воспринимает там разрывные какие-то процессы в пространстве и времени. И получается, что для человека это означает начальный импульс, это и есть его присутствие здесь. Он как бы фигурально воспринимает и, вообще говоря, фигурирует в этой точке в качестве элемента сознания. Значит, для Бога реальное положение, для человека это элемент сознания. И тогда получается, что, чтобы, например, там, излечить любое заболевание у кого-либо, там, например, или не болеть, да, человеку, вообще ничем, предположим, если он захочет, значит, то здесь, получается, он должен постоянно фигурировать на уровне преддействия. То есть его личное присутствие в виде элемента сознания в любом действии должно быть опережающим и управляющим как бы извне системы. Значит, получается, в системе локальных действий существует, кроме распространения там, в причинно-следственном варианте, то есть, ну, волевым уровнем человек взял и сделал управление макросистемой, да, существует еще и действие из самой системы на само событие. То есть, с одной стороны, фактически как бы человек сам события себе там придумывает или ставит некоторые, не всегда он все подряд придумывает человек. И если при этом события существуют как бы управляемые из человека, да, то есть прям в векторном варианте, здесь события вы управляете от себя, то в любой точке внешнего события существует также уровень его элемента сознания, так же как у Бога существует везде его собственная сущность проявления. И вот этот внешний элемент сознания по своим функциям и свойствам ведет себя совершенно так же, как сам человек. Получается, что мы видим линию как бы уникального развития человека, то есть мы видим линию построения судьбы человека. Как человек строит свою собственную судьбу? Где те узловые моменты, когда он принимает, например, там, радикальные решения? Как правило, ну, именно радикальные, влияющие на его судьбу, например, да, на его будущее. Каждый элемент в жизни, он, естественно, равнозначен практически, и по большому уровню он всегда находится в системе выбора решений. Но когда вы имеете, например, то, что именно радикальный уровень, вот именно принципиальная смена, да, ситуации, ну, как замедленная съемка в кино, вот человек, значит, видит, что перед ним, с его точки зрения, некая такая позиция, что вот сейчас он принимает некое радикальное решение. Да? В этот момент, если выйти в позицию там, актера и смотреть на себя со стороны, как бы, то это выглядит, ну, как в виде некой пьесы, там, замедленное действие, вот сейчас радикальное решение. Моментально возникает вторичный уровень восприятия у человека, он начинает как бы и отождествляться с действием, да, рассматривая себя в
впереди действий, одновременно входить во внешние наблюдения, чем самым управляемость увеличивается. То есть вот как только человек задумал, что вот именно узловой момент наступает, моментально возникает некая трансформация на уровне внешнего наблюдателя, так скажем. Ну как делает Бог? Он одновременно видит и внешнюю сущность, и внутреннюю, и одновременно он участвует в управлении. То есть он как бы действует управлением в рост материи. И получается, что для него рост материи это и есть управление. Для человека вот это внешнее как бы отождествление заключается в получении результата. Вот человек совпадает с Богом там, где результат получается тот, который нужен в этом действии. В промежуточных действиях он может не совпадать, потому что человек может быть внешним наблюдателем с человеческой позиции. И именно вот эта человеческая позиция, это и есть то, что определяет как бы рост его души, да, в плане развития материи даже. То есть человек не притрагивается к материи, но из-за ну, как бы фактически увеличения геометрического уровня души, восприятия, дает следующую материю, такую, что он даже ее не трогает. Вот это и есть функция действия Бога. Он создает материю, но он каждый там атом не крутит пальцем, например. И получается, что исходя из этой структуры развития, мы видим, что для того, чтобы человек там сбалансировался и сделал точное, там, скажем так, управление с точки зрения логики там, развития души, духа, сознания, нужно иметь совершенно автономную, некую такую усредненную точку действия. И эта точка действия, конечно, учитывает физическое тело человека. И вот когда вы начинаете видеть учет этого физического тела, то получается, что мы рассматриваем тогда позицию построения тела как многовариантную величину. Учет — это не прямое управление, это только учет. Да? И тогда получается, но тем не менее для Бога же что учет, что там прямая реальность, это все одно вообще-то. Значит, получается, что если с точки зрения Бога рассматривать это управление, то у человека появляется как бы, ну, на уровне информации, что ли, множество резервируемых систем, где находится информация физического тела человека. На информации просматривается как множество тел, например, да, информационного типа. Но, например, для Бога же это же одно и то же. Если он увидел много тел, то они ну, при одном уникальном теле должны сливаться в некую структуру материи. Значит, получается, что Бог создает материю своим собственным телом, потому что оно одно. Он не может себе там, ну, как бы на уровне Бога рассматривать многотелесную систему управления. А для человека на уровне мысли это можно сделать. И получается, что когда человек думает, ну, много вариантов, то есть через макроуровень, да, мы же рассматриваем действия личные, действия макроуровня, что вообще в личном действии является макросистемой. Как раз таки здесь появляется, что вот перерастание личного действия в макросистему — это одновременное действие как бы многих информационных тел человека, и при этом эти тела организовывают структуру, в общем-то, любой материи. То есть мы можем видеть практически, опять же, материю, которая в коллективном сознании проявлена как, ну, в общем-то, одна из простых форм материальных, да? И одновременно мы видим сложные переходы в систему макросозидательную, когда в момент действия возникает сама материя. И получается, что здесь вот этот вот, в общем-то, такой тонкий, достаточно своеобразный переход в структуру организации материи через многовариантный мир, многовариантный, что ли, уровень восприятия своего тела фактически. Да? Мы видим, как организовывается материя от человеческого тела. Вот конкретно прям видно, если, ну, такой простой сюжет, там, если рассмотреть, информационно представить много физических тел, то можно видеть, как за счет их взаимодействия, даже на уровне мышления, организуется там атом, предположим, кислорода. Можно этот атом проследить, направить в нужную точку, оставить здесь, и он может там прорасти в какую-то структурную систему с кислородным обогащением, предположим, если надо. Да? И когда мы начинаем, ну, например, здесь делать управление с точки зрения, скажем, некого движения по построению мышечной системы, да, предположим, там уже дальше, если атом кислорода ввести в структуру мышечной ткани, то возникает импульс насыщения мышц кислородом. Это импульс как бы раздвижения мышц. То есть можно видеть, что мы видим
ну, то есть насыщение мышц, мышца начинает как бы насыщаться кислородом, как вот человек, когда занимается там спортом, он раз увеличивается, да? А это можно сделать за счет управления. Таким образом можно тренировать структуру, например, физической ткани, увеличивая там содержание кислорода там, или оставляя в норме, или чуть увеличивая, оставляя в норме, таким образом можно тренировать мышлением, да, мышечную ткань. Но если так, то есть цикличность придавая ну, там, как бы какому-то как бы локальному, что ли, фрагментарному уровню управления, мы видим, что так можно логически перейти на то, что можно создавать циклическую фазу тому же атому, да, в костной ткани, например. А дальше можно перейти еще глубже, и тогда можно видеть, что структура организма функционально управляема за счет как бы более ранней и одновременно будущей фазы сознания. То есть более ранний, потому что первый импульс вам знаком до уровня сознания, а следующий — это будущий. И как только человек входит в эту фазу сознания, где локальное и будущее, то есть всеобщее действие объединены фактически, да, в задаче управления, он может тренировать свой организм с точки зрения вечного развития в том числе. То есть для этого можно работать по структуре внешнего контроля, где организм и внешняя задача — это независимые системы, и тогда, получается, вы работаете по функциям даже не то, что там сборки организма, потому что сборка — это некий такой вопрос, где приходится как бы иногда люди напрягаются и делают точку сборки. Это процесс как бы часто дискретный, да? А в данном случае при линейности как бы жизненных просто обычных процессов, то есть однотипности, что ли, не то что линейности в прямом понимании, как бы просто неразрывности, возникает система внешнего управления, то получается, что можно натренироваться так, чтобы за счет внешнего импульса создавать постоянно фактически ну, следующую, что ли, систему развития физическому телу. Например, спортсмен, когда тренируется, он знает, что дальше он достигнет больших результатов. То же самое, если вот этот уровень применить к физическому телу человека, можно тренировать структуру ну, внутреннего, что ли, содержания, там, где душа значит, распространена, да, на все тело в точке взаимодействия материи и физической материи, материи души и физической материи. И отсюда можно видеть, что тело становится более устойчивым. Там получается единственное, ну, как бы уникальное действие человека и всеобщее действие интегрируется в следующей точке, из которой происходит действие на физическое тело, например. Ну, в принципе, можно также тренировать структуру материи души, но там более сложная система, потому что из души все происходит у человека, и он, получается, может только лишь навсего, выделив логический фрагмент сознания, получив отражение от души, получить как бы следственное управление, а не радикальное, не как бы не на уровне платформы, что ли, некой информации, а вот телом можно управлять на уровне платформы души, например. Тогда получается, что мы можем совершенно четко сказать, что там, распространение или там, развитие души, как правило, это просто распространение структуры души во все большей области, это как раз-таки тренировка физического тела с точки зрения вечного развития. Ну, то есть, как вот, например, решать вопрос вечного развития для человека, который там впервые столкнулся с этой ситуацией, по такой постановке задачи, если он там не знал, и он думает, что, возможно, это сложно, ему надо дать что-то как бы пощупать, чтобы он понял, что есть процессы, контролируемые в каком-то текущем времени. Вот самый простой вариант — умение управлять телом за счет внешней как бы диспозиции управления. Умение видеть, что это как своеобразный уровень, который насыщается опытом за счет внешнего управления. Опыт может быть доведен до абсолютной величины. То здесь можно видеть, что физическое тело становится бесконечным при определенных условиях такого внешнего управления. То есть системность, правильность, некое идеологическое действие должно постоянно соблюдать, что это ради макроспасения, ради там, всех людей и так далее. Потому что получается, что если не выдержать какой-то из компонентов, то удлиняется просто процесс, а компонента там, макроспасения через спасение всех, она основная, это вообще несущая платформа. Это вообще нельзя обойти. Получается, что вот вдумываться в этот процесс, с одной стороны, это и проще, с другой стороны, есть у людей какие-то там личные задачи находить этот объем информации, который называется там, макроспасением, да, макроуправлением, каким-то образом его реализовывать. И получается вот это вот развитие, некой тренинговой, что ли, в определенном смысле системы управления организмом вечность, можно сказать, что на определенном уровне
организм становится вечным, и это распознается в текущем состоянии организма. То есть человек тренируется и как бы дотренировался до того, что увидел сигнал вечности от своего будущего, да? Если так можно выразиться. И тогда получается, что вот этот сигнал, он и дает координатную систему связи в каждый момент времени между текущим временем и будущим всеобщим процессом действия. Вот вы получаете сигнал от себя же, вложив, получается, еще ресурс, там, потратив время на какие-то тренировки, и получаете совершенно однозначную линию поведения. Значит, с точки зрения именно задач Бога, кстати, вот вечного развития, получается, что исходя из такого контекста управления, достаточно только вложить труд некий, да, некий ресурс управления, и вы получаете контролируемую совершенно линию управления с точки зрения задач именно божественного развития, но контролируемую именно вами. Значит, ваше личное действие совпадает с макроуровнем. То есть наступает гармония, которая работает и в структуре обычного, что ли, физического тела, которое там, собственно говоря, в обычном состоянии. То есть для этого, например, не обязательно человеку там, заниматься на турнике, чтобы увеличить мышечную ткань, не обязательно чего-то достигать. Хотя это можно, конечно, делать, и даже это лучше, у кого есть время. Но, например, здесь именно тренинговая часть управления заключается в том, что вы начинаете контролировать также структуру вечного развития своего именно физического тела, как и тело, которое, например, может быть контролируемо с точки зрения развития там, мышечной ткани. И тогда получается, что мы имеем уже переход локального физического состояния, то есть ощущение, вот как создалась душа и возникло ощущение. Вот это ощущение, первичное как бы реликтовое ощущение, попадает в наше время, и мы начинаем, исходя из этого ощущения, получать то, что мы начинаем знать будущее, что будущее практически всегда совершенно оптимально, и всегда есть вариант решения вопросов. Вот, за счет вот таких тренинговых как бы, программ управления мы получаем, что все зависит только от того, насколько мы своевременно вложим в ресурс управления. И получается, вот именно своевременность – это задача выбора решения, да? Задача определить в многосложной там, структуре мира правильное позиционное состояние, прежде всего. То есть как вы позиционно себя определяете. А вот позиционно в системе информации – это опять же влияние на всю макроструктуру. Чтобы определить, насколько вы правильно действуете, вы же должны все равно понять, где вы находитесь, и все равно должны уметь распространить импульс, что ли, своей души, своей личности, фактически, да, своей информации во всеобщем понимании, во все структуры. То есть даже диагностика этого состояния опять приводит к тому, что мы вынуждены работать через макросистему. И вот получается, что мы, как бы мы к себе не приближались, мы постоянно попадаем в систему, которая является следственной. Значит, в сущности, человек также отделен от структуры информации и управления, даже часто от своего как бы, механизма исследования процесса, так же, как, в принципе, делает Бог во многом. Просто Бог отделен от всей системы информации, а человек может быть отделен от собственной системы как бы, поиска, анализа информации. То есть, и это позволяет ему постоянно находиться в фоне точного действия, кстати. То есть из Бога, так скажем, действующая система управления, исходящая от Бога, система формирует вот этот пласт некого такого уникального пространства. Принципиально он отличается тем, что при приближении к этому пространству вы можете приблизиться к душе, там, осмотреть, пощупать, увидеть свет души. Там проблем нет. А это именно пространство, которое формируется в действии Бога и человека, но обозначает более раннюю структуру для человека. Там, где Бог начал еще более раннее свое действие. Как понять, какое действие для Бога более раннее? Вот до материальное, да? Вот здесь вот в этом свете видно, что наиболее ранним действием Бога является жизнь человека. Самым ранним действием. То есть жизнь имеет самую длительную координату развития, получается. В принципе, мы пришли сюда где-то больше логическим путем, информационным, в управлении тоже. Но раз так, то получается процессы жизни проще всего наблюдать и из бесконечной величины. И они, значит, более контролируемы, потому что в бесконечном варианте те процессы, которые наиболее ранние, они и проще контролируются, потому что они большие по объему просто получаются.
И исходя из этого, любое состояние жизни человека – это достаточно большая величина. Как правило, это бесконечная изначальная величина, просто она распространяется в локальный спектр действий, и получается, что локальный тип действий человека – это его локальные дела. То есть человек, в принципе, неразрывно связан с делами. Бог, который связан со всеми делами, он может быть в одном месте физически правильно, но работать по всем системам, но, в принципе, все равно он не отличается с точки зрения физического тела человека тогда. И вообще никак он не отличается, даже логически и реально. И получается, что здесь действие физического тела обуславливает именно нарастание некой информации, которая соответствует именно обычному здоровому физическому телу, бесконечности, где есть аспект действия души, духа, сознания, любви физического тела или любви души в интегрированном понимании. И тогда получается, что все внешнее пространство как бы аккумулируется, сливается с системой бесконечной, сущности человека. И мы тогда видим, что приближение этого пространства к человеку, во внутреннее содержание человека, это есть всего лишь навсего одновременное, коллективное, с одной стороны, действие всех людей. То есть, хотя я говорю всего лишь навсего, потому что это очень простой процесс на уровне информации, казалось бы. И коллективное действие воспроизводит опять одного человека, действующего уже в системе действий других людей. И получается, что человек сам в этой системе управления создает себе некий механизм, так скажем, взаимодействия, некий механизм влияния во внутренней системы. И получается, что это выглядит так, что человек может на неком таком механистическом уровне найти линию связи разных объектов информации, то есть посмотреть, как системы информации работают, например, на уровне прямого оптического влияния на эти системы, выработать систему взаимодействия между своим действием и этими оптическими системами, то есть некий такой уровень, что существуют системы связи с внешним миром у этой информации, а информация множит в виде каких-то цилиндров, просто информация, больше ничего там нет. Его достаточно повлиять на информацию, и вся структура мира прогнется под структуру вашего управления. То есть вы делаете управление, не ставя задачи, получается. Входите в управление, как я сказал, на какую-то оптику нажимаете, и задача решается, но она ваша. Как например, Бог делает, он же изначально все-таки не имеет задачи по логике. Потому что есть задача, но Бог сам сформировал задачу. Он же, был в состоянии, когда задачи, может, не ставил бы себе. Значит, тогда что такое задача с точки зрения Бога? Это полученный в будущем результат, в первую очередь, с точки зрения человека. И тогда получается, что, исходя из этого, мы видим, что основная, проблема в этом действии, чтобы найти связь, каким образом так получилось, что задача не была поставлена, а впереди вы видите, что это ваш результат. Да? Как понять, что это ваш результат? Вы его понимаете на уровне сердца, на уровне том, где душа становится во всеобщем контексте управления, то есть становится всеобщей с точки зрения внешнего зрения наблюдателя, так скажем. И получается, что если мы имеем именно решение, так скажем, этой проблемы в виде понимания, то есть личностного понимания, да, мы можем увидеть, где формируется структура понимания как таковая в структуре жизни. То есть в структуре жизни всегда есть понимание процесса, то есть всегда есть уровень следующего развития. Если есть первичный, хотя бы один уровень понимания, значит, что человек уже вечно живет. То есть потому что там какая разница по унифицированности системы мира, если он хоть раз что-то понял, человек, значит, все, он уже может понимать все, что угодно, включая, может всегда понять, что есть вечное развитие, и добиться этого. И когда мы начинаем структуру понимания развивать на уровень внутреннего действия, то можно видеть, что за счет понимания человек может оздоровиться полностью самостоятельно при наличии определенного времени. Если времени нет, а задача есть, то можно оздоровиться, уменьшая время и так далее. И получается, что сложно, может быть, не казалось иногда жизни человека, умение выйти в управление — это достаточно гармоничная, реальная величина, связанная всего лишь навсего со спектром понимания данного момента, и все. Если мы начинаем выходить в структуру первичного создания информации, то там, где, например, информации нет, что надо было понимать? Получается, что человек должен был создать себе структуру
проблему, да, ситуацию. И вот когда мы начинаем искать корень ситуации, надо смотреть, что он сам себе создает человек. То есть какие траектории его души, его действия создают для него данную конкретно уникальную ситуацию и почему она возникла. И вот здесь начинается структура макродействия, где видны все связи, все параметры, что он делал и зачем ему нужна эта ситуация, зачем он вообще к ней пришел. С точки зрения вообще всеобщей реальности. Да? Например, там, в вопросах воскрешения и встреч с воскрешенными людьми часто бывает достаточно одной нейтральной мысли просто об устойчивости мира, и человек воскрешенный появляется. То есть имеется в виду, что часто вот, некое бытовое, что ли, мышление, некие бытовые действия приводят к какому-то уровню такому достаточно широкомасштабному, да? Такому, как, например, там, воскрешение людей. Когда речь идет о том, что уникальность вашего личного действия, да, в поиске некой истины, что ли, своеобразной, когда вы начинаете именно в прикладном аспекте, не просто там, как таковой истина, а истина, которая приводит там, к точной диагностике там, какой-то техники, к излечению там, других людей или просто к оздоровлению любому там, и так далее, к управлению событиями, то получается, что здесь уровень вот этого как бы внутреннего действия, это все равно уровень, отождествленный в одной личности с макроколлективным сознанием. То есть все, что делают все люди, интегрируется в некий суммарный образ, имеющий также образ человека, но световой образ, например. И тогда человек делает выборку своего собственного участия, и как бы не присутствуя еще в системе действия, он получает сигналы и говорит, что, вот, например, самому себе, что вот он так поступает, потому что значит, там, то действие он осуществил или иное. Да? То есть, получается, будущую конструкцию самого себя человек создает сам, но в системе коллективного сознания в большей степени. И чтобы понять структуру действий, логически понять, что человек находится среди людей, там, среди объектов неких реальностей, других, да, и, значит, понятно, что он работает через систему коллективного сознания. Но в данном случае я показал работу как таковую, то есть как она выглядит. Не потому, что логически она существует, а как она вообще выглядит. Когда вы начинаете именно базироваться на этом принципе, то можно открыть множество систем прямого видения. Любой вообще ситуации, только лишь стоит поставить вопрос, как выглядит система реально. С точки зрения некой там, абсолютной, что ли, реальности, да, восприятия. Тогда надо просто-навсего, собственно говоря, посмотреть на процесс перехода в управление такого типа, что есть вообще, с точки зрения логики, да, например, там, реальность. В управлении можно видеть на расстоянии, там, скажем так, ясновидение и так далее. И когда вы начинаете все-таки воспринимать реальность как систему действий, то в истинном, что ли, понимании реальность — это то, что вы преодолеваете в действии. То есть то, с чем вы взаимодействуете на уровне информации, и вы получаете управляемую систему. То есть получается, что идет некое всеобщее управление, и от того, что люди все управляют, мир более-менее сбалансированно выглядит, так скажем. Поэтому всеобщее действие одновременно происходит в любом частном взоре человека. То есть человек смотрит во внешнюю реальность, и он видит, что происходит достаточно, в общем-то, большое всеобщее действие. Хотя он может видеть просто как бы физическое пространство, но может видеть, как участвовала коллективная воля людей в том, чтобы тот или иной человек, например, появился на свет. И можно определить, почему участвовал, то есть что хотел тот конкретный человек, когда он хотел и так далее. И тогда получается, что Бог учитывает, да, мнение в коллективном плане, и там выбираются некие там, люди для действий каких-то определенных структур управления. Например, был такой расхожий в свое время термин в образовательном контексте по истории, что есть некое понятие, как историческая необходимость, например. Да? Сформированная коллективная воля вырисовывается в виде воли как бы отдельных людей, отдельного человека. И это как один из актов, который был наблюдаем, да, в управлении, хотя на самом деле как таковое есть действие Бога, и в прямом понимании как таковое этой необходимости, конечно, в общем, в прямом виде нет, это просто как логический домысел, да, что вот люди как бы напрямую просмотрели управление и
решили, что вот этот уровень управления это и есть некая сформированная действительность. А с точки зрения Бога он же может принять любое решение, и получается, что исходя из этого, значит, есть только действие и решение Бога, а историческая некая необходимость или какое-то условие в жизни человека, это есть все-таки прежде всего уровень, фактически, так скажем, такой, что человек просто-навсего в какой-то момент принимает следующее решение, что то, что он воспринимает, так и должно быть. И тогда получается вот этот процесс перехода в реальность действий, в прямую реальность действий, то человек смотрит и начинает организовываться некая реальность, например, которая существует в этом мире. То в первую очередь это реальность человека. То есть на определенном уровне человек все время, фактически может так выразиться, понимает создание другого человека, участвует даже в помощи, то есть в построении системы помощи. Вот почему часто целительство это несложно на самом деле, что ли, уровень управления или вариант управления, потому что вот это понимание можно расширить и зафиксировать. Немножко фиксирующего действия, и начинается тот спектр улучшения у человека, что фактически создается более целостная, что ли, картина в управлении. Человек, например, другой оздоравливается. То есть для этого достаточно только посмотреть на уровень управления таким образом, чтобы получить, в общем-то, некую специфику следующую в действии. То есть увидеть, как вообще человек развивается, что ли, в системе именно вот этих взаимосвязей единичной, то есть частной и всеобщей. Где происходит пересечение всеобщей информации, например, с личностью человека. И вот когда вы начинаете видеть вот эти уровни пересечения с участием коллективной какой-то системы управления, коллективной фазы управления, то получается, что вы все время видите, что человек находится в системе реально вечного развития. Как только вы видите вот эту систему, он постоянно находится в динамике неких линий связи, где есть вечные элементы связи. И тогда получается, что исходя из этого мы видим, что структура вечности в развитии человека это фактически во многом восприятие еще другого человека. Вот как другой человек воспринимает третьего, десятого и так далее. И если человек воспитан на уровне вечного развития, то он старается у другого усмотреть какие-то линии вечности. Да? Значит, получается, еще образовательный уровень самого человека во многом определяет некие излучающие, что ли, во внешнюю структуру уровни у другого человека. То есть человек передает другому некую информацию за счет излучения неких структур, идущих из вечности. И получается, что другой человек тоже может или воспринимать, или делать управление так, чтобы получать структуры вечности. То есть на уровне взаимодействия происходит все время взаимодействие через вечные некие такие константы, света даже, например. Да? И получается, что раз так, то мы можем видеть достаточно четко, что взаимодействие между людьми на даже оптических каких-то системах все время базируется на категориях вечного взаимодействия. То есть линии взаимодействия между людьми вечные. Они не имеют ни начала, ни окончания. И постоянно, только динамика некая есть, движение света и все. Если мы, например, начинаем видеть эту структуру изнутри, в гармоничной фазе внутреннего, что ли, управления, то получается, что мы можем двигаться по этим линиям вечного взаимодействия и видеть, что тогда понятно, почему Бог, например, в качестве личности себя создал, в том числе человеческой, в первую очередь, человеческой личности, а по сути и есть человеческая личность, потому что взаимодействие между элементами личности, даже отдельными, имеет бесконечные характеристики. Значит, элемент частной величины, частного действия, все время попадает в структуру бесконечной системы. То есть любое частное действие находится в неком пространстве, где любой элемент пространства бесконечный. Так вот, если перевести в такую абстрактную логику, условно показывающую связь этих явлений, то получается, что чтобы человек, например, в такой, получается, для единичного действия в неестественной среде, в общем-то,
сумел каким-то образом зафиксировать направление, да, и как-то там двигаться, то получается, что он должен иметь некий маятник, да, какую-то, значит, именно сформированную, что ли, систему материального типа, которая все время в одном месте находится. Еще от него и зависит в коллективном плане. И выглядит так, что импульс информации человека, даже вся информация человека, соприкасаясь все время с бесконечным пространством действия, все время формирует действие, например, там, планеты Земли, то есть какие-то элементы планет, или всю планету в целом. И дальше возвращается к первичному же действию на уровне фактически отраженного сигнала. То есть как вообще можно находиться в пространстве бесконечных действий, да? Значит, бесконечно это значит как бы вообще другая среда. И если на нее, например, там наступить, как-то она попытается в динамической форме куда-то там деться. То есть фактически человек находится как бы в абсолютном пространстве. То есть он может находиться только на своем собственном обратном действии. И все, получается так. Я просто вывел это больше и даже из логики. А вообще показало вот эти светоуровни бесконечного взаимодействия. Получается, что то, что показывает Бог, это есть единственный вариант развития. Человек должен сам себе создать платформу следующего момента развития. Фактически он может это сделать только если контролирует бесконечные системы. Это доказывает что то, что человек устроен на уровне бесконечного развития. Это вообще как система достаточно, кстати, строгого доказательства, то, что я сегодня рассказал. Если, например, суметь эту систему использовать, распознать именно как систему доказательств, то можно множество следствий вывести отсюда. Раз так, то получается, что человек значит, фактически постоянно, даже он как фактически даже создает определенные элементы будущего своего развития, просто их создает. Их просто даже ниоткуда не берет, а просто берет и создает. И исходя из этого, если задуматься тогда уже, как он их создает, то как раз таки вот здесь вот аналитика всеобщего действия, как вот всеобщее действие, например, да, попадает в структуру локального действия. А то, что раз человек все время их создает, эти системы, значит, он постоянно на уровне души где-то находится и перетягивает сюда большие очень массивы информации. И, значит, он где-то эти массивы там как бы транспортирует, тянет, приводит сюда. И здесь вот выглядит как акт сознания, мгновенный, как бы, хотя на самом деле колоссальная работа души. И вот видны свойства души, что душа тоже не имеет времени именно действия, а работает вне временной системы, потому что построить там даже секунду времени действия личного, да, в меняющемся мире, это надо колоссальное количество времени вообще по обеспечению события. Значит, душа также работает в системе, где времени нет. И вот этот вот уровень интеграции там, такого макро, что ли, действия и микродействия, получается, что приводит к тому, что душа фактически уже действует в пространстве и единичного, и макроуровня. По логике просто. Раз в одном импульсе можно огромное количество пространства перенести в систему преддействия, ну или следующего действия человека. И получается, исходя из этого, мы начинаем уже понимать работу души более гармонично с точки зрения взаимодействия с телом. То есть для чего вообще душа ставит какие-то задачи перед телом, да? Начинаются более динамичные системы управления, то есть более быстрые системы взаимосвязи. Человек начинает понимать, что он может преодолеть в очень интегрированной, быстрой динамической системе, в общем-то, любые системы развития в сторону бесконечности именно преодолеть. То есть умение в сторону бесконечного действия сделать так, чтобы когда человек что-то совершает, есть какая-то информация, он мог бы всегда информацию отрицательную обойти. То есть сделать информацию просто локальной системой, если информация не нужна, слокализировать, да? Так же и Бог взял и слокализировал материю, и все в одном месте. Тогда получается это более контролируемая система, и всегда можно ввести внешнее управление и все сделать так, как нужно. Нужна бесконечная жизнь, да, значит. А обратное фактически действие, да, из макроощущения, макровосприятия системы, из работы во вневременном уровне управления и привод к локальной системе, то есть фактически фиксация локального физического пространства, позволяет очень четко на одном импульсе управления это пространство фактически как бы делать подвижным и влиять уже на события, но не обязательно трогать, конечно, там улицы, дороги и деревья, а
именно влиять на события в точной координатной системе. В те, которые позволительны, конечно, на макросозидательном уровне влиять, с точки зрения там, согласия действующих, причем лиц, которые созидательно действуют. Да, если они не созидательны, на них можно влиять. Естественно, чтобы спасти других, да, и дать им созидательный статус развития. Поэтому получается, вот в этой системе управления, когда вы работаете на макроуровне и на частном движении, можно очень четко выяснить координатную систему влияния и быстрее достигнуть влияния, не затрагивая какие-то системы материального мира другого, там, те же самые дороги, машины и так далее, и получать практически мгновенное управление в текущем времени. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.